Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую очень интересную, замечательную модель джемпера с коротким рукавчиком на лето из полухлопковой пряжи. И самое главное, его аргумент в пользу того, чтобы связать, это изящный вертикальный узор, который подчеркнет стройность вашей фигуры, ну или визуально ее как-то вытянет. Да? Посмотрите, во-первых, это удлиненный джемпер, то есть его в принципе можно считать туникой. Ну вот этот вырез по бокам можно делать, это по желанию, а можно как традиционную тунику связать. Да? Я вам сейчас покажу спинку, это тоже очень красиво смотрится. Там, кстати, узор очень даже можно разглядеть красиво. Посмотрите. Мне данная модель, ну, в общем-то, настолько прям вот притягательно смотрелась, когда я ее увидела в интернете, вот, что, конечно же, я посчитала, что нужно сделать мастер-класс для такой модели. Меня заинтересовал узор, вяжется довольно просто, легко. Здесь вообще используется как бы два узора. Мы сейчас более детально все рассмотрим. Вот они просто чередуются. И вот как видите, что получается. Очень-очень красивый узор. Еще раз подчеркиваю, видите, я приближаю вам его. Вертикальненький такой. И главное, что он быстро, легко вяжется и запоминается. Так. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Давайте сейчас с вами, как всегда, обсудим пряжу, которую я подобрала для данного джемпера. Для вязания джемпера я выбрала Yarn Jeans пряжу, 42 цвет, 50 грамм у нас 160 метров. И это полухлопковая пряжа, 55% хлопок, 45% полиакрил. Как видите, вот такая у нас интересная толщина, средненькая, хорошие очень скруточки. Спицы мы будем использовать 3,5. И вот так выглядит наш с вами ажурный узор. Он состоит из двух узорчиков. Как видите, с двух сторон используется один узор на 15 петельках. И по центру у нас вот эта красивая декоративная дорожечка идет на 12 петельках. Вот. И, в общем-то, несложно они вяжутся. Как видите, повтор у нас идет здесь элементов, да, что можно, в принципе, даже схемы слегка только заглядывать, да, и все получится. Здесь идет небольшие переплетения, такая косичка коротенькая, маленькая. А в целом вертикальный узор очень стройнит и делает визуально фигуру, в общем-то, тоньше, что ли, я не знаю. Поэтому мне кажется, что очень красиво будет выглядеть данный узор в джемпере. И я бы очень порекомендовала такой джемперочек связать себе на лето таким узорчиком. Классическая выкройка у нас. Давайте посмотрим схему, выкройку. И, конечно же, будем разбирать с вами сегодняшние узоры. Будем их вязать порядно. Основная схема нашего узора на 15 петельках выглядит вот таким образом. Как видите, здесь действительно очень легкие запоминающиеся элементы используются. Раппорт узора в ширину 15 и 24 ряда в высоту. Вяжем лицевые ряды, а изнаночные вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночные. Условные обозначения здесь довольно-таки часто применяются.
смотрите, лицевая петля пустая клеточка белая, да, изнаночная петля это горизонтальная такая черточка, кружочек это накид, вот такие наклонные полосочки линии, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и вот эти интересные такие, в общем, вот этот вот знак обозначает перекрещивание 4 петель направо вот в этом случае и налево вот в этом случае. Вот, собственно, вот и все. Вот и вся сложность. Вторая схема, которую мы с вами будем применять, сейчас я ее увеличу, смотрите, верхний вот этот узорчик, это вот та самая полосочка, которая будет чередоваться. Раппорт у нее 12 петель и 2 ряда в высоту всего будет использоваться. Очень простая. Это вертикальная дорожка ажурная, очень красиво она смотрится и просто вяжется. А вот этот узор, девочки, предназначен для вязания рукавчика. Это то же самое, что это, да, только здесь раппорт 8 петель. А так то же самое друг за другом чередуется и получается схема рукава. Так, то есть вот эта схема рукава, обращаю ваше внимание. А это схема для спинки и переда. Теперь давайте про выкройку. Выкройку я взяла свою, удлинила ее, да. Я люблю делать вот эти вот размерчики по своим выкройкам, потому что я точно знаю, что эти мерочки соответствуют тем самым размерам, которые я буду вам сегодня в описании рассказывать. Первый размерчик, который мы будем использовать, 42-44, второй размерчик 48-50, 46-48 и третий размерчик 50-52. Вот. Длину вы, конечно, можете для себя выделить ту, которая вам понравится. Вот в моем случае я буду составлять описание для удлиненного такого джемпера. Ну, удлиненность его будет всего лишь там на 3-4 сантиметра от обычной длины, которая средняя у нас такая идет. Поэтому, в общем, длину, девочки, под себя, да. Рукавчик, вот видите, я его укоротила. Вот отсюда мы будем с вами вязать. То есть это же рукавчик у нас короткий, да. Ну и добавила к выкройке V-образный вырез горловины. Классический вариант все равно у нас получается. И поскольку у нас V-образный вырез горловины, мы будем называть его не джемпером, а пуловером, да. Так будет правильно. У данного пуловера, скажем так, два целых преимущества: вертикальный узор и вот этот V-образный вырез, который также стройнит бедра, да, и очень хорошо смотрится на любой фигуре, любого размера. Визуально ее как бы делает стройнее. Так, мои хорошие, конечно, выкройка это все хорошо, но все-таки свои мерочки индивидуальные сопоставьте с данными, которые здесь на чертеже нанесены. Обязательно внесите изменения, если найдете какое-то несоответствие. И как всегда у нас будет описание составлено, которое я выкладываю под видео. Вот так оно у нас всегда выглядит, да. Мы с вами его составляем под камерой, то есть я вам рассказываю, откуда берутся вот эти петли, да, я вам рассказываю, как расположить узоры, вот, я вам рассказываю, сколько петелек придется на вырез горловины, как это рассчитать, сколько петелек придется на плечи, на пройму, да, то есть все подробно, как сформировать скос рукава. Здесь все я подробнейшим образом на ваших глазах на машинке считаю. И потом все это оформляю в виде вот такого описания, которое выкладываю под видео, мои хорошие. И еще я там останавливаю внимание на применении вертикальной плотности, которая считает, что нужно обязательно делать и применять на практике. Для чего я это делаю? И, в общем, я там объясняю в своем описании. Итак, значит, пряжу вы уже посмотрели, размер я вам набрала. Общий расход пряжи у нас будет с вами
около 350-400 грамм на разный размер, соответственно, да. Спицы 3,5 используем. И для обвязки выреза горловины, и там, по-моему, по рукаву еще что-то я видела. Но это опять-таки на желание, на любителя. Я рекомендую крючок 3,5. Скорее всего, просто вырез горловины. Достаточно обвязать одним рядом столбиков без накида. Вот и все. Нигде больше я не буду рекомендовать обвязку. Вот я здесь написал столбики без накида по вырезу. Все, мои хорошие, давайте приступим с вами к вязанию образца. Итак, у нас с вами будет использоваться раз схема, два схема. Вот это верхняя. И располагаться у нас будет узорчик следующим образом. Значит, 2 раза я вяжу раппорт. Вы можете, знаете, девочки, для того, чтобы потренироваться вязать этот узорчик, связать не как я, вот симметрично, да, то есть у меня справа и слева идет вот этот раппорт, главный наш, основной. И в центре идет вот эта маленькая схемочка, вот эта. Вот она. Вы можете связать один раппорт, я, собственно, так и показывать буду, один раппорт вот этот справа и один раппорт вот этот. И тогда вам понадобится набрать 15 петель плюс 12 петель, 27 петель, да, и плюс 2 кромочные, 29 петель. Я же, кто хочет так вязать, как я, набираем 44 петли для моего вот этого образца. У меня по центру идет раппорт на 12 петлях и с двух сторон на 15 петлях. То есть выбирайте сами для себя, что для вас интереснее, какой вариант из предложенных. Я буду показывать, как вязать один раппорт узором с 15 петель и как вязать раппорт из узора, в общем-то, по центру на 12 петлях. Начинаем с вами первый ряд. Первый ряд вот этой схемы большой на 15 петлях. Итак, первую кромочную сняли, вяжем 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Девочки, я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так это делаю. Я меняю их местами. У меня первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается, и вяжу 2 вместе лицевой. Далее вяжем накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Далее мы вяжем с вами 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Связали раппорт на 15 петлях и далее вяжем раппорт на 12 петлях. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее, кому интересно, можете повторять раппорт на 15 петлях. Давайте я первый ряд свяжу, а далее я не буду больше загружать видео, ну, как бы повторными действиями. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 изнаночные, связали раппорт и кромочная изнаночная. Все четные ряды изнаночными являются, и вяжем мы их, как смотрят петли. И накиды мы провязываем изнаночными. У нас с вами третий ряд, раппорт на 15 петлях вяжем.
2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночные. Связали. Теперь вяжем с вами узор на 12 петлях, 4 лицевые. Собственно, у нас, девочки, этот узор на 12 петлях. Мы уже связали с вами раппорт, который включал в себя всего 2 ряда в высоту. Сейчас у нас все будет повторяться из ряда в ряд. 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Вот и все. Итак, в каждом нечетном ряду вяжем, а в четном вяжем, как смотрят петли, накиды изнаночные. Теперь наша задача повторить, если вы вяжете, как я, такой же ширины узор, то повторить надо раппорт на 15 петлях. А если нет, то вяжем изнаночный ряд. 5-й ряд вяжем. Первый узор у нас на 15 петлях. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные. И сейчас 4 петли будем перекрещивать направо. Я делаю это без дополнительной спицы. Вы, девочки, можете с дополнительной это делать. Смотрите, 4 петли переснимаю на правую спицу. Далее с помощью левой спицы сзади у меня идут первые 2 петли, а в освобожденные петли 3, 4 перед работой. Я поменяла их местами и вяжу все 4 лицевыми. Так, сделали, да? И далее 2 изнаночные. Связали раппорт на 15 петлях. Теперь раппорт на 12 петлях. 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевые. И далее я повторяю раппорт на 15 петлях. Вяжем с вами 7-й ряд по схеме. Раппорт на 15 петлях. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночные. И далее у нас раппорт на 12 петлях. 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые. Девятый ряд вяжем 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные и перекрещиваем 4 петли направо, меняя петельки также местами. Первые 2 за работой, 3, 4 перед работой. Поменяли их местами, перекрестили и вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт и вяжем 12 петель следующего раппорта, другого раппорта, 4 лицевые. Я вот думаю, наверное, я последний раз покажу, потому что они потом 2 вместе накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевые. Ну, просто здесь каждый ряд одно и то же, нет смысла это все показывать вот в этом центральном мотиве на 12 петлях. У нас с вами 11 ряд. Вяжем 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Следующий раппорт я показывать не буду на 12 петлях. Мы его уже много раз с вами усвоили и провязали, да? Буду показывать только вот этот раппорт, продолжать из ряда в ряд на 15 петлях. 13 ряд вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт. 15 ряд вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт. 17 ряд вяжем 2 изнаночные. Теперь будем перекрещивать 4 лицевые петли налево. Снимаю 4 петли на правую спицу. Первые 2 у меня будут перед работой, следующие 2 я высвобождаю и возвращаю их с помощью правой спицы на левую, но за работой. И вяжу все 4 лицевыми. 1, 2, 3, 4. Связали. Дальше 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт. 19 ряд вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт. 21 ряд вяжем 2 изнаночные, 4 петли перекрещиваем налево. Снимаю 4 петли на правую спицу. Первые 2 у меня перед работой, следующие 2 за работой. Вот так меняю их местами. И вяжу все 4 лицевыми. Далее 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт. Вяжем 23 ряд. Первые 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные,
Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Делаем с вами влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец. Он становится мягким, податливым, очень влажненьким таким. И давайте его тянуть с вами в разные стороны. Вот таким вот образом. По вертикали, по горизонтали давайте его тянем. Сейчас он высохнет и примет те самые очертания, которые будут ему присущи, когда он будет у нас уже готовым изделием. Сейчас я вот эти 2 изнаночные с края тоже я их хочу отпарить, чтобы они у нас участвовали в расчете. Все, мои хорошие, давайте оставим эту красоту сохнуть. Потом она у нас с вами приобретет те самые очертания. В общем-то, все будет хорошо, когда высохнет. Измеряем с вами ширину образца полученного. Так, прикладываем линейку обычную, 22 сантиметра у меня получается. Давайте еще в другом месте померяем. Так, ну, в общем, тут вот 22,5, но всегда около спицы я же не закрыла петли. Вот все-таки очень важно определить этот момент, сколько. Вот я его встряхнула. Вот сейчас у меня 21,5. И все-таки я думаю, это скорее всего вот тут вот сам правдивый был результат 21,5. Так, ну здесь 22. Мы набирали 44 петли, и мы поделим с вами на 22 сантиметра. Получим плотность 2. То есть у нас с вами в 1 сантиметре получилось 2 петли. И зафиксируем полученный результат. Сейчас мы с вами запишем. В 1 сантиметре 2 петли. Так. Следующее, что мы с вами сделаем, измеряем высоту. У меня здесь 2 раппорта. Высоту связано. У меня получается, давайте так вот, в естественном состоянии, его ничего не тянем. 19,5 сантиметров. И у меня здесь участвует 24 и 24 ряда, это 48 рядов. 48 рядов поделим на 19,5 сантиметров. Высоту получим плотность. Ну, здесь явно напрашивается цифра 2,5. Согласны? Давайте запишем, что у нас в 1 сантиметре получается 2,5 ряда вмещается. Вот так выглядят наши с вами основные цифры, которые нам понадобятся в расчетах. И сейчас нам для дальнейших с вами расчетов еще будет нужна выкройка. Вот такая у нас с вами будет, девочки, схема. И мы вот такая будет у нас выкройка. Смотрите, составлена она на 6 размеров: 42, 44, 46, 48 и 50, 52. И, соответственно, у нас вот написана ширина спинки и переда, да? То есть 47, затем идет 55 и получается 59 сантиметров. Давайте сразу же определим, сколько петель по переду и спинке мы будем набирать. Для этого нам понадобится плотность, которую мы с вами вот посчитали, да, только что в 1 сантиметре 2 петли по горизонтали плотность. Итак, 47 сантиметров умножаем на плотность 2, получаем 94 петли. Это такие пока предварительные цифры. 55 сантиметров умножаем на 2 плотность, получаем 110 петель.
И третий размерчик 59 сантиметров умножаем на 2. Будет у нас получаться... Так, а здесь не... Да, 59. Будет получаться 158 умножаем на 2. Получаем 116 петель. Здесь 29 сантиметров, 116 петель. Так, с этим мы определились. Теперь давайте определимся, сколько у нас придется петелечек на пройму, вырез горловины и плечо останется. Да? Пройма, глубина проймы 5 сантиметров. Давайте умножим 5 на плотность 2, и мы устно это посчитаем, это 10 петель. Теперь по вырезу горловины. Смотрите, на первые два размера вырез горловины половинчатый размер 9,5 сантиметров. Давайте 9,5 умножим на 2. То есть всего 19 сантиметров вырез горловины, и умножить на плотность 2, получаем 38 петелек. И поскольку у нас 38 петелек, так, и третий размер 10,5 умножить на 2 и умножить на 2, получаем 42 петли на третий размер. Так, а теперь давайте с вами, девочки, вот по этим нашим циферкам наборным распределим наши узоры. Я сидела вчера долго, их распределяла. Смотрите, я буду схематично рисовать. Представьте, что это ваш наборный ряд. В нашем узоре участвовало 2 узора, то есть узор на 15 петлях мы вязали, да, и узорчик на 12 петлях шел. И вот мы их будем чередовать, девочки. Поэтому я схематично буду рисовать 15-12. Итак, по центру я размещаю узор на 15 петлях. И от него сейчас буду симметрично распределять узоры. Смотрите, далее у меня с двух сторон от 15 петлях идет узор на 12. Опять идет на 15. И опять на 12. Вот таким образом как бы мы их располагаем с вами, наши узоры. И у нас, соответственно, кромочная 1 и кромочная 2. Итого получается, что по 15 петель у нас 1, 2, 3 раппорта, по 12 1, 2, 3, 4. Давайте посчитаем, сколько это в сумме будет. 15 умножить на 3, 45 петель, да? Плюс 12 умножить на 4, это устно посчитать можно, 48. Это будет 93 петли и 2 кромочные, не забываем. Итого, уточняю, не 94 петли будем набирать, а 95. Вот здесь я исправляю. Так, это первый размер. Для второго размера, девочки, значит, то есть здесь у нас с вами получилось 95 петель. Второй размер у нас 110 петель, то есть 5 петель нам не хватает, 15 петель нам не хватает, получается, да? И я предлагаю распределять их следующим образом. Значит, у нас есть с вами вот этот красивый узор на 15 петлях. Его можно условно поделить на 7 петель перед, первые 7 петель и последние 7 петель. Игнорируя вот эту вот серединную изнаночную, да? Вот. И я предлагаю по 7 петель справа и слева добавить. И итого у нас вот так будет выглядеть узор. То есть 7 петель у нас будет получаться последних по схеме и 7 петель первых по схеме. То есть начинаем мы с вами с кромочной. Это второй размер, я объясняю. Затем берем последние 7 петель по схеме. То есть считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот отсюда начинаем с вами вязать. Вот отсюда, вот с этой петли начинаем вязать с вами узор по схеме вот этой на 15 петлях. Схема 1. Схема 1. Вот. Затем у нас опять идет схема 2. Я их так условно буду называть. Это схема 2 идет. И мы также чередуем, как в предыдущем ряду. Да? То есть вот у нас получается к нашим 95 петлям добавится еще 14 петелечек. Получим 109 петель, девочки. 109 петель. То есть вот так уточняем, да? Отлично. 109 петель. Тоже здесь 109. Так. И давайте для третьего размера тоже определимся. У нас 116 петелек. 116 петелек. То есть нам с вами будет
а тут 109. Давайте из 116 отнимем 109. 7 петелечек надо добавить, да? Ну, как мы их с вами добавим? Предлагаю также сделать, допустим, 117, чтобы было нечетное число. Тогда добавить надо будет 8 петелечек. И мы с вами можем их с вами вот к нашему вот этому узору добавить 4 изнаночных справа, 4 изнаночных и 4 изнаночных слева. Вот такой расклад. То есть начинаем с кромочной, 4 изнаночных, затем 7 петель последних по схеме из 15 петель. Ну, далее идет вот эти вот наши узоры, чередуются. Завершается опять 7 петлями первых по этой схеме, да, и 4 изнаночные и кромочная. Вот таким образом, девочки, предлагаю распределить узоры я, и это все будет в описании выложено под видео. Далее, давайте, значит, теперь на вырез горловины, сколько петелек будет приходиться. Ну, поскольку у нас везде с вами участвует нечетное количество в наборе, значит, по вырезу горловины тоже надо брать нечетное количество петелек. Поэтому 38 вот я определила и 42 не годится. Берем 41 петлю и здесь 39 на 2 размера. Так, вот таким образом. И, соответственно, давайте считать, сколько будет петелек на плечо. Для этого из нашего наборного количества, то есть первый размер 95, мы отнимаем с вами вырез горловины 39. И отнимаем с вами пройму, про которую мы говорили, 10 петель. У нас их 2 проймы, то есть отнимаем 20 петель. И получаем 36 петелек на плечи. У нас 2 плеча делим на 2, получаем на каждое плечо 18 петель. Это был первый размер. Для второго размера 109 петелечек. Отнимаем вырез горловины 39, отнимаем 2 проймы 20 петель, получаем 50 петель на 2 плеча, делим на 2, на каждое плечо 25 петель. Отлично. И третий размерчик у нас с вами 117 петель. Отнять, значит, 41 петля вырез горловины и 20 петель пройма. Получаем 56 петель, делим на 2, на каждое плечо получается 28 петель. С этим мы тоже определились, да? Это понятно, как я это считала, с помощью нашей плотности по горизонтали. Давайте к рукаву перейдем. По низу рукавчика, девочки, я уже определилась. У меня будет 58 петель. Я не буду сейчас рассказывать, как я их определить. Также с помощью плотности и предполагаемой ширины по нижней части, да? Смотрите, здесь у нас узор будет использоваться для рукава особенный. Мы его не вязали, но это то же самое, что по схеме 2. Только с двух сторон у нас будут лицевые петли. Не 4, как мы вязали, а всего 2. 2 тут и 2 там. Да? И вот на 8 петлях всего это раппорт. И также 2 ряда он в высоту составляет раппорт. Вот, видите, для рукава я назвала. И мы с вами будем им вязать. Смотрите, у нас с вами 56 петель будет участвовать. То есть мы с вами вот 56 поделить на 8, получится 7 целых раппортов. Да? То есть здесь будет 7 раппортов. Вот мы с вами набираем 58 петель по низу на все 3 размера. 7 раппортов вот по этой схеме вяжем подряд. И здесь формируем скос рукава. Для сформирования скоса необходимо делать прибавки, да, и прибавки делать очень равномерно и симметрично одновременно. И давайте для того, чтобы посчитать, сколько у нас по самой широкой части рукава приходится петель, то есть сколько нам петель надо прибавить, будем определять эту самую широкую часть рукавчика. У нас тут 3 мерки стоит, также с помощью плотности, это я делала. И я сейчас не буду вам объяснять, вы понимаете, эту мерку половинчатую умножайте на 2 и умножайте еще на плотность 2. Итого у меня уже посчитано 70 петель первый размер, затем 78 петель второй размер и посчитано уже 82 петли третий размер. Вот здесь будет до оката, столько петелек у нас будет. А потом формируем окат по выкройке в натуральную величину. Итак, рукавчики у нас с вами
скос будем считать. Давайте из большего числа по верху рукавчика отнимаем по низу рукавчика и получаем, сколько петель всего прибавляется. Значит, 70 петельчик отнять 58 петелек, получаем 12 петелек, будем всего прибавлять. У нас 2 скоса делим на 2, 6 петель. Далее у нас идет 78 петелек отнять 58 по низу, получаем 20, делим на 2, это будет 10 петелек. И далее 82 петли отнять также 58 по низу, 24 делим на 2, 12 петель. Будем по каждому скосу делать прибавки. Чтобы их сделать равномерно, посчитаем с вами с помощью вертикальной плотности вот эту величину скоса, высота скоса 12 сантиметров, видите, по выкройке, мы с вами переведем ее в ряды. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Вот у нас вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,5 ряда. Давайте с вами 12 сантиметров умножим на 2,5. Получим 30 рядов. Запишем. Это равно 30 рядам. И теперь наши петли будем с вами делить. 30 делим на 6 в каждом 5 ряду. Устно делю. Далее прибавку. 30 делим на 10 в каждом 3 ряду. Да? Ну и вот 30 делим на 12 петелек. Значит, здесь в таком случае 2,5 получилось, 2,5 петли. Я рекомендую чередовать в каждом 2 и каждом 3 ряду прибавки. Да? Вот так схитрим. Окат рукава я вяжу всегда обычно уже по своей практике. Вот. То есть здесь можно теоретически посчитать, условно делим на 3 части. Как это грамотно сделать, я дам ссылку под видео на статью, девочки. Сделайте самостоятельно. Сразу скажу, что условно делим на 3 части. В первой части у нас обычно идет, как у проймы, закрытие петель. Затем идет у нас по одной петле закрывается. Видите, очень такой крутой подъем, да, убавок. А затем по 2 петли, и вот здесь уж самого широкой части у пологой, здесь будем делать по 3 петли, убавлять уже. И одновременно закроем приблизительно 17-15 петель вот здесь. Все. Общая длина рукава у нас также в рядах измеряется. Любой вертикальный размер мы переводим, девочки, обязательно в ряды. Вот у меня, например, 45, я умножу на нашу плотность по вертикали 2,5 ряда, да, в сантиметре. И получаю ряды. То есть, смотрите, 45 умножить на 2,5, получаю 112 рядов. Обязательно вяжите по рядам, мои хорошие, обязательно. Не сантиметрами измеряйте все вертикальные показатели, а обязательно в рядах. Потому что у нас изделие после стирки вытягивается, да, трикотаж любой тянется. И поэтому мы вот специально для этого придумали расчет вертикальной плотности, который будем с вами применять. Все остальные вот этот скос, например, я вам не рассказала, девочки, я его также считала как скос по рукаву, да, то есть общая высота у меня идет приблизительно 20 сантиметров, я умножала 20 на вертикальную плотность 2,5, получала 50 получала рядов, да, и затем вот эти вот петли по вырезу горловины, которые мы с вами, я равномерно их делала убавки. Как это сделать, я вам расшифрую в описании. Там все будет подробно, через какой интервал делаем убавки. А затем на общей высоте закрываем все петли плеча. Да? В общем, принцип, чтобы долгим видео не было, принцип вы уже поняли, да? Как применять плотность и сантиметры переводить из сантиметров в ряды, да, обязательно все вот это себе на подкорку запишите. По такому принципу вы сможете рассчитать любой другой размер. Если у вас другая плотность будет, другая пряжа, да, вы также сможете по такому же принципу сделать расчет любого трикотажного вязаного изделия. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи, до новых встреч!